Вот, кстати, тоже из жизни либерально-демократических. Эстония, правящий в этой стране националистический режим, в том числе потакая, идя в русле ситуации на Украине, объявил войну всему русскому, в частности, законодательно закрепил вынашиваемые в Таллине долгие годы планы по ликвидации образования на русском языке. Где все? Где Урсула фон дер Ляйен, сегодня не раз упомянутая, Боррель, где Еврокомиссия, ПАСЕ, Совет Европы, ОБСЕ с польским председательством, что там у нас еще осталось, все эти бесконечные фонды как-то на внебюджетном содержании, но аффилированные с упомянутыми мною структурами, где комиссии, подкомиссии, рабочие группы, комитеты, что там, фонды и так далее, так далее. Где уполномоченные? А где ЮНЕСКО? Вот это тоже хороший вопрос. Так вот, перевод на эстонский язык обучения в детских садах и начальных школах будет осуществлен уже с 2024 года, а полностью завершен на всех образовательных ступенях, включая гимназии, к 2033 году. Такие, знаете, бесстрашные люди с точки зрения того, что заявляют вещи, противоречащие международно-правовым нормам, но при этом, видимо, оптимисты. Сохраняющиеся формальные оговорки, якобы дающие возможность проведения уроков родного языка и культуры, не способны покрыть образовательные потребности русскоязычных детей. Этих детей тоже нет. Они просто где-то придуманы, это мифологизированные образы. Нет, это дети существующие. И, кстати, это дети тех уже родителей, которые составляют поколение, которое выросло в условиях борьбы за отстаивание собственных прав. Предрешена и судьба педагогов русских школ, не прошедших к августу 2023 года экзамен на владение эстонским языком на академическом уровне. Попросту уволят. Я просто хотела подчеркнуть, что заменить их в стране неким. Все это приведет к разрушению системы образования на русском языке. Вот, кстати, о Соединенных Штатах Америки. Смотрите, на каком международном, так называемом английском, он так и называется, International English, говорят многие официальные деятели в Белом доме, в Госдепартаменте. Я вообще уже не говорю про лексические, грамматические ошибки. Но понятно, это люди, которые переселялись в первом поколении или их родители приезжали. И одна из истинных, ну не знаю, возможностей для Америки проявить свое величие заключалось в том, что они давали возможность людям говорить на своих национальных языках, на родной, пользоваться родной речью. Не только дома, не только в кругу друзей, но в том числе и в пространстве общественном, на работе и так далее. Вы в курсе? Ведь об этом вот в Эстонии никто никому не расскажет. Вы в курсе, что одним из многочисленных рабочих языков штата Нью-Йорк является русский язык? Я не оговорилась. Я это очень хорошо знаю. Потому что когда ты приходишь, ну, например, в официальные структуры штата Нью-Йорк, выбираешь какую-то услугу и так далее, там есть опции на русском языке. Да, это забота о населении, это любовь к людям. Это не от того, чтобы поощрить ленность людей. Нет, у людей разные обстоятельства. Люди имеют, помимо всего прочего, к выбору того языка и той социокультурной модели, которая, например, является для них традиционной. Но в Эстонии-то, которая так стремилась встроиться вот в эти самые, причем действительно высокие идеалы западного мира, об этом и не слышали. Регулярно привлекаем внимание профильных структур международных организаций, включая ОБСЕ, к этим очевидным грубым нарушениям базовых прав и свобод нацменьшинств в Эстонии. Но о бездействии и, по большому счету, дисфункции ОБСЕ говорит то, что реакции-то никакой нет. Привлекаем, даем документы в историческом контексте. Это важно для того, чтобы люди чувствовали, что о них помнят, знают, что хотя бы кто-то регулярно, так сказать, занимается их проблемами. Да, все это, конечно, актуально. Но сама-то организация, имеет она институциональные основы или создавалась просто как диалоговая площадка? Но сама-то организация где?
сколько денег тратится и привлекается, как я уже сказала, по небюджетным направлениям для, так сказать, вот этой работы по защиту прав языка, нацменьшинств и так далее, и так далее. Ну вот же проблема есть. Об этом говорят люди, которые живут в этой стране. Мы, конечно, и в очередной раз это сделаем, требуем адекватной реакции. К сожалению, видим обратное, необъективный, неадекватный подход доминирует сейчас, в том числе и на международных площадках, где Запад сколачивает различными способами большинство. Поэтому мы будем продолжать заниматься этой работой во всех форматах.